Крупнейший захват заложников. Силовики пошли на штурм. Территория оцеплена. Спецподразделения вошли в город. Военные позиции США в огне. Контроль утрачен. Срочный призыв покинуть страну. Заход на базы Америки. Уничтожение казарм и командного центра. Евросоюз срочно направляет делегацию в Будапешт. Первый откровенный разговор с Петером Мадьяром. Что сегодня на карте? Полгода для соглашения между Ираном и США. Трамп заявляет о победе в 10-й войне. Иран пошел на уступки? Полный игнор. Скандал между Киевом и Иерусалимом. Израиль проигнорировал просьбу Украины и помог России. В чем суть? США начали новую операцию на Ближнем Востоке. Масштабная битва за остров. Нападение на силовиков в России. Объявлен план перехват. F-16 подняты по тревоге. СБУ и ГУР пошли в атаку. А Путин услышал Боню. Первая реакция Кремля. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку. Я начну с маленького объявления. Дата выпуска всегда указана на приветствии. Евросоюз срочно направляет делегацию в Будапешт. Уже 17 апреля начинаются переговоры с, вероятно, будущим премьером Петером Мадьяром. И ставки максимально высоки. Кредит Украине на 90 миллиардов евро и замороженные средства ЕС для Венгрии на сумму около 35 миллиардов евро, которые были заблокированы из-за претензий Брюсселя к правительству Орбана. Об этом заявили в Еврокомиссии. Напомню, ранее Мадьяр выступал против ускоренного вступления Украины в Евросоюз, допускал референдум и связывал поддержку кредита с восстановлением нефтепровода «Дружба». В Европейской комиссии предупреждают, времени осталось мало, Брюссель намерен немедленно понять позицию новой власти и двигаться дальше. Очевидно, что и Венгрия, и Европейский Союз заинтересованы в том, чтобы как можно скорее продвинуться вперед, поэтому и проводятся предварительные переговоры, чтобы к моменту формирования правительства можно было без промедления перейти к конкретным действиям, если для этого будут основания, и не терять времени. В этом и заключается замысел и логика этой встречи – действовать без каких-либо задержек. Венгрия при этом отзывает солдат, украинской угрозы больше нет, в Будапеште меняют тактику и после проигрыша Орбана начали постепенно выводить войска. Они были задействованы в охране объектов критической инфраструктуры. Об этом пишет местное онлайн-издание Telex. Напомню, 25 февраля после прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» и на фоне предвыборной кампании Орбан заявил, что Украина, по его мнению, может атаковать венгерские энергетические системы. Тогда венгерская армия направила 600 солдат для охраны энергетической инфраструктуры. Ну а сейчас, согласно заявлению Генштаба, операторы критической инфраструктуры пересмотрели и скорректировали свои меры безопасности, а также усилили защиту собственных объектов. Скандал между Украиной и Израилем. Речь о полном игноре. Киев заявляет, его запрос не удовлетворили. Речь о танкере «Абинск» с зерном. В заявлении Украины говорится, зерно было вывезено с оккупированных территорий. Судно зашло и разгрузилось в порту Хайфы. В МИД подчеркивают, Израиль предупреждали еще 23 марта. Тогда же указывали на незаконное происхождение груза. Однако с 12 по 14 апреля разгрузку Израиль все же разрешил. Украина считает судно частью российского теневого флота. Такие схемы по версии Киева финансируют войну. Украина направила запрос на арест судна и груза, но Израиль сообщил, что ничего не знал и отпустил это судно. Эту версию Иерусалима поставил под сомнение израильский журналист Барак Равид. В соцсети X он написал, цитирую: «Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сегодня направил текстовое сообщение своему украинскому коллеге и написал, что, к сожалению, уже слишком поздно и судно уже покинуло порт Хайфы, поэтому его невозможно задержать. МИД Израиля знал об этом судне за 2 недели до его прибытия в порт. Высокопоставленные украинские чиновники сообщили мне, что они ясно дали понять Израилю, что требуют конфискации груза пшеницы». Трампа призвали перейти от слов к делу. На Банковой заявляют, что американскому президенту пора отказаться от агрессивной информационной политики, где все всех побеждают. Это была цитата, и перейти к реалистичной политике, в частности, к использованию инструментов принуждения. В первую очередь по отношению к России, заявили в офисе Зеленского. Так, там отреагировали на один из самых длительных ударов России по Украине, последствия которого еще ликвидируют в стране. Целью россиян стали в первую очередь города-миллионники Киев, Днепр, Одесса, Харьков. Практически 20 погибших и несколько десятков пострадавших. Летело все, но главный упор – это дроны, говорят в Киеве.
Украина задействовала F-16, однако сбить абсолютно все ударные беспилотники не удалось. Зеленский на этой неделе уже несколько раз заявил, главная проблема Украины уже критическая нехватка ракет для ПВО. Киев фактически бьет тревогу. Без срочных поставок защитить небо становится все сложнее. Процитирую. Однако существует большой дефицит антибаллистических ракет. У нас есть перехватчики, у нас есть F-16, у нас есть другие системы, такие как Patriot, IRIS-T, NASAMS. Мы уничтожаем все. Например, сегодня наши F-16 и другие системы уничтожили все крылатые ракеты и более 600 дронов. Не все, но очень большой процент. Но у нас есть проблема с дефицитом антибаллистических ракет. Зеленский при этом приказал бомбить объекты на территории России. Дальнобойные удары наносятся в ответ, заявляет Киев. СБУ и силы разведки пошли в атаку. Силы беспилотных систем совместно со спецслужбами Украины уже открыто признали: черный дым над Туапсе и масштабный удар по Туапсинскому НПЗ, который был нанесен накануне, это работа украинцев. Украина заявляет, завод входит в структуру Роснефти, его проектная мощность после модернизации составляет 12 миллионов тонн нефти в год, ориентированных преимущественно на экспорт. Удар нанесен, как заявили в спецслужбах, с целью снижения возможности России вести войну против Украины. Отмечу также, что в результате взаимных атак среди погибших есть дети с обеих сторон. Быстрого решения не будет. Для достижения мирного соглашения между США и Ираном понадобится минимум полгода. Об этом говорят некоторые лидеры стран Персидского залива и европейских государств в интервью Bloomberg. По данным источников, стороны не готовы к быстрому компромиссу. Сейчас ключевая задача – удержать хрупкое перемирие, продлить режим прекращения огня и не допустить новой эскалации, говорится в публикации. Но главная точка напряжения – это Ормузский пролив. Лидеры настаивают на немедленном открытии стратегически важного Ормузского пролива для восстановления поставок энергоносителей. В частных разговорах они предупреждают, что если пролив не будет открыт до следующего месяца, может возникнуть глобальный продовольственный кризис. Ставка Трампа на блокаду Ирана может решить исход войны. Об этом тем временем пишет CNN. План в том, чтобы лишить страну нефти и импорта, обрушить экономику и вынудить согласиться на условия США. По расчетам аналитиков США, это может сработать быстро. Почти вся торговля Ирана идет через Ормузский пролив. Но проблема в том, что Вашингтон снова рассчитывает на рациональное поведение Тегерана. При этом в материале напоминают, что противники Америки, такие как Ирак, Афганистан, Россия и Ливия, часто действуют не в соответствии с западными представлениями об их собственных национальных интересах. Поэтому этот ход может стать ошибочным. Многие американцы будут надеяться на мир, однако правда и в том, что администрация уже несколько недель изображает Иран отчаянно нуждающимся в сделке, вопреки всем имеющимся доказательствам. Пока что мифология Трампа об искусстве сделки, согласно которой любой кризис – это всего лишь сделка, которая еще не состоялась, выглядит поверхностной перед лицом самых неразрешимых геополитических проблем мира. Накануне США официально объявили, Америка начала новую спецоперацию. Это операция давления на Иран. Экономическая ярость вместо эпической. Глава Министерства войны Пит Хексет напрямую обратился к Тегерану, предложив вновь сделку, напомнив, что Иран может выбрать золотой мост в будущее и соглашение. Если нет, то удары по энергетике и инфраструктуре. Он подчеркнул, что США готовы нажать на кнопку и в любой момент возобновить боевые действия. Процитирую. К руководству, скрывающемуся в укрытиях, и руководству КСИР. Мы за вами наблюдаем. Наши возможности и ваши несопоставимы. Помните, это неравный бой. Мы знаем, какие военные ресурсы вы перемещаете и куда. Пока вы откапываетесь, а именно это вы сейчас и делаете, выкапываясь из разрушенных и разбомбленных объектов, мы только становимся сильнее. О том, что Штаты готовы возобновить удары по Ирану, если мирной сделки не удастся достигнуть до истечения срока двухнедельного прекращения огня, накануне вновь заявил и Трамп. Вечером 16 апреля он также сказал, что Иран согласился не иметь ядерного оружия. Они согласились на это очень решительно. У Вашингтона и Тегерана много точек согласия, и уже скоро произойдет нечто очень позитивное. Это была цитата. Помимо этого, Трамп заявил, что скоро закончит еще и 10-ю войну. Речь об Израиле и Ливане. В Белом доме уверяют, достигнута договоренность. Между Ливаном и Израилем начинается 10-дневное прекращение огня. Трамп пообещал впервые с 1983 года усадить за один стол в США и представителей этих стран –
Нетаньяху и Жозефа Ауна, президента Ливана. Я поручил вице-президенту Джей Ди Венсу и государственному секретарю Марко Рубио, а также председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну работать совместно с Израилем и Ливаном для достижения долговечного мира. Для меня большая честь решить 9 войн по всему миру, и это будет моя 10-я. Так что давайте доведем это до конца. Военные базы США захвачены, контроль перешел в другие руки, приказ покинуть места дислокации. США ушли из Сирии. Ключевые военные базы переданы Дамаску. Американские силы покинули позиции в провинции Хасака, фактически закрыв многолетнюю операцию. Перед уходом военные намеренно уничтожили часть оборудования, казармы и все, что было на территории этой базы. Над базой Касрак поднимался дым. Американские силы, находившиеся на северо-востоке Сирии, на базе Касрак, покинули ее. Во время своего ухода они сожгли все оборудование, находившееся на базе. После их ухода на базу вошли подразделения 60-й бригады сирийской армии, и они до сих пор находятся внутри базы. Речь идет о территориях, которые долгое время находились вне контроля официального Дамаска. Теперь сирийские власти заявили, что полностью восстановили там свое присутствие, и в сообщении МИД Сирии говорится следующее. Сирийское правительство рассматривает решение Соединенных Штатов завершить свою военную миссию в Сирии как отражение общего понимания того, что обстоятельства, которые первоначально обусловили присутствие американских войск в Сирии, а именно противодействие росту влияния ИГИЛ в регионе, принципиально изменились. Тяжелые бои за остров. Швеция бьет тревогу. Стокгольм заявил, что Россия может устроить силовую провокацию в Балтийском море. В Швеции не исключают сценарий захвата одного из Балтийских островов, как теста на прочность НАТО. Об этом пишет британская газета The Times. Главнокомандующий Швеции Микаэль Клаессон говорит, что речь может идти о быстрой и ограниченной операции не для войны, а чтобы проверить реакцию Альянса и его политическое единство. Причем цели, как говорят в Швеции, достаточно. Ранее в Швеции уже рассматривали сценарий захвата крупнейшего острова Готланда в Балтийском море, но, как подчеркивают военные, возможны и менее очевидные точки удара. Цитирую. Микаэль Клаессон также заявил, что если война в Украине закончится, у России появится возможность перегруппироваться и перераспределить ресурсы на восточном фланге НАТО для потенциальной военной операции. Я также не исключаю, что русские будут готовиться к какой-либо форме военного противостояния, направленного на фактическое восстановление своего рода геополитической экспансии, напоминающей старую Российскую империю, возможно, даже Советский Союз, сказал он. Крупнейший захват заложников за последние годы. Силовики пошли на штурм. Италия следит за громким событием. В центре внимания Неаполь. Дерзкое ограбление в самом центре города. Банда ворвалась в отделение банка «Кредит Агриколь» и захватила 25 человек. Вооруженные преступники полностью контролировали здание, а также время. Их целью были не кассы, а сейфовые ячейки. Потенциально куш на миллионы. Но точную сумму не знает даже банк. Об этом пишет итальянская пресса. Для освобождения людей на место прибыли спецподразделения силовиков, которые пошли на штурм. В это время на месте события звучали взрывы, были задействованы светошумовые гранаты, но когда спецназ ворвался внутрь, было уже поздно. Грабители сквозь землю провалились. В полу был найден ход, и следы ведут в канализацию. Поэтому речь идет о спланированной операции с подземным маршрутом отхода. На момент записи выпуска преступники не были задержаны. В Неаполе была объявлена спецоперация. В небо была поднята авиация. Ведется осмотр канализации вокруг банка. На месте работает полиция, карабинеры и сотрудники компании водоснабжения ABC. Проверяются подземные коммуникации, через которые могли скрыться преступники. Нападение на силовиков в России. Открыт огонь. Объявлена спецоперация по перехвату. В Оренбургской области мужчина открыл огонь по полицейским при попытке задержания и скрылся. В результате перестрелки один полицейский погиб, еще 3 получили тяжелые ранения и находятся в больнице. Местные СМИ пишут, подозреваемый мужчина, вероятно, участник войны против Украины и был объявлен в розыск еще в феврале 2025 года по статье о самовольном оставлении части или места службы. Преступник вооружен автоматом,
а после нападения смог спокойно уехать с места события. Как сообщают местные жители, сейчас перекрыта одна из дорог в поселке, по которой можно выехать за его пределы. Жители призывают быть максимально осторожными. Поселок Акермановка находится в 20 километрах от Орска. Это один из крупнейших городов Оренбуржья. Здесь проживает около 1000 человек. По сути, этот населенный пункт представляет из себя большой коттеджный поселок. Молниеносная реакция Кремля. Вы не верили, а Путин услышал Боню. После волны критики от блогерши с сомнительной репутацией последовал ответ из Москвы. Песков прокомментировал видео блогера Виктории Бони, адресованное Путину и которое уже собрало более 20 миллионов просмотров. Песков отметил, что в ролике затронуты резонансные темы и без внимания оно не останется. Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так. Там затрагиваются многие темы, отдельно по которым вы видели, что на самом деле ведется работа. Боня уже плачет от того, что ее услышал Путин, она тронута, уверяет, что ей никто не платил за видео, и если бы она его не записала, это было бы предательством русского духа, это была цитата. Я просто не знаю, что будет со мной. Я просто хочу сказать, что все, что просто оно того стоило. Не знаю, что будет, какая у меня будет судьба, я не знаю. Но в наше время уже ничему не удивлюсь. При этом Z-блогеры уже устроили травлю, они подняли архивы и нашли видео, в котором блогерша говорит, что Россия — это не Путин, а в Крым она не ездит, потому что хочет и дальше приезжать в Украину. Ультрапатриоты РФ уже призывают силовиков к расправе. Напомню, на днях Боня заявила, что россияне боятся Путина, который не знает, что творится в стране. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если вы оставите свой комментарий, лайк и сделаете репост. До встречи уже завтра.